Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных зимних праздничных тортов. Это торт Глинтвейн. Торт роскошный просто, необыкновенно вкусный получается, очень легкий. Вот такой нежный и мягкий, видно на видео, как он нарезается. Торт со вкусом всемирно известного напитка Глинтвейн. Глинтвейн – это русское произношение слова глювайн, от немецкого глюендавайн – это горячее вино. То есть все мы, кто живем здесь в Германии, естественно, знаем, что такое глювайн. Это просто неотъемлемый напиток каждого рождественского базара, рождественского стола. И этот торт я сделала намеренно в безалкогольной версии, потому что зимние праздники – это семейные праздники. Вся семья собирается за столом, и чтобы дети могли попробовать этот торт тоже. У нас в Германии существует безалкогольный детский аналог Глинтвейну. Это киндер-пунш, то есть детский пунш. И все наши дети, конечно же, с детства знают этот ароматный, горячий, очень такой насыщенный компот со вкусом Глинтвейна. И поэтому торт, приготовленный по этому рецепту, смогут, конечно же, попробовать и дети, что очень радостно. Торт этот действительно роскошный, очень ароматный, нежный. Тут все вкусы очень дополняют друг друга. Послевкусие у этого торта именно Глинтвейна. Вот так вкусы собраны здесь в этом торте. Итак, сначала приготовим корж. Для этого я беру разъемное кондитерское кольцо без дна, застилаю его алюминиевой фольгой матовой стороной кверху. Меня очень многие спрашивают в комментариях, как самим вот эту форму сконструировать. Вот так очень просто и быстро она делается. 26 сантиметров в диаметре у меня эта форма. Итак, 340 грамм муки, 60 грамм какао-порошка, 15 грамм разрыхлителя. Все это сейчас я перемешиваю. Можно на этом этапе завершить приготовление всех сухих ингредиентов, но я обязательно добавляю туда 1 чайную ложку корицы. Роскошный будет вкус шоколадного бисквита с корицей. Очень советую ее добавить. Итак, 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбивала примерно минуту и добавляю туда 280 грамм сахара. И все это взбиваю минут 5. Дольше взбивать нет смысла, потому что будет у нас разрыхлитель здесь в тесте. 150 мл молока комнатной температуры, 150 грамм растительного масла без запаха. Все это просто быстро перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Обязательно просеиваем сухую смесь в таких бисквитах. Опять же повторюсь, если вы не любите корицу, можете ее не добавлять, но кто ее любит, обязательно добавьте туда эту чайную ложку корицы. Перемешиваю все это просто до однородности миксером. Ничего лопаткой здесь перемешивать не нужно. Вливаю туда сейчас 100 мл крутого, только что вскипевшего кипятка. И сразу же все перемешиваю, чтобы тесто не заварилось. Тесто готово. Прохожусь еще раз лопаткой по стеночкам и по дну миски. Переливаю все это в заранее приготовленную форму. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции примерно 45-50 минут. И это все по вашей духовке нужно смотреть. Итак, у меня корж испекся, дала ему полностью остыть в форме. Когда он у меня уже полностью остыл, извлекаю его сейчас из формы и нарезаю на 3 коржа. Вот здесь очень важный момент по поводу этой формы. Вот если вы возьмете такое кондитерское кольцо без дна, то 26 сантиметров мы выставили здесь, я вам показала по линеечке его диаметр этого кольца. Если же вы возьмете обычную форму с дном для выпечки, следует брать на это же количество теста 28 сантиметров в диаметре, потому что все те формы обычные для выпечки с дном, они немножко мельче, чем указано это от производителя. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Итак, шапочку я здесь использовать не буду, вы можете ее использовать. Корж, который будет у меня нижним в этом торте, я намеренно делаю слегка пошире, потому что торт тяжелый, он будет немножко проседать, этот нижний самый корж. Советую вам тоже так же сделать. И приготовим саму начинку Глинтвейн. 650 грамм размороженной ягоды у меня здесь. Обязательно 100 грамм чернослива туда добавляю. Кожицу одного апельсина с пометкой «Био». И также 1 чайную ложку специй для Глинтвейна. Подробный состав этих специй я вам напишу в описании, естественно, под видео. Вы же можете 1 чайную ложку, если у вас нет таких специй, добавить для имбирных пряников туда. Также я сейчас беру 4 пакетика чая.
то есть с такими тоже зимними вкусами. Здесь у меня глинтвейн вишня и со вкусом немецкого знаменитого печенья Цимтштерны, то есть это такое ореховое печенье с корицей и апельсин. То есть я думаю, сейчас в каждой стране продается масса различных таких видов чая в зимней тематике, можете их брать. 400 мл кипятка, добавляю, завариваю этот чай, минут 5 он у меня постоял, извлекаю эти пакетики и добавляю всю эту жидкость от чая туда, в эту массу. Также я сейчас добавляю отдельно обязательно еще 1 чайную ложку корицы. Вот здесь я намеренно беру количество всех этих специй на такой средний вкус. То есть не для тех людей, которые очень любят такие насыщенные вкусы имбирных пряников, вот таких специй каких-то зимних. Нет, то есть чтобы каждый мог есть этот торт, чтобы всем понравилось. Если вы любитель всех этих зимних специй, смело кладите их в 2 раза больше. Всю эту массу я сейчас довела до кипения, сразу же сняла ее с огня и перетираю ее обязательно здесь через сито. Извлекаю сразу кожицы от апельсинов. Если у вас нет вот таких апельсинов с пометкой био, обязательно обработайте ваши апельсины перед употреблением. Сейчас огромное количество в интернете информации, как это сделать. Ягоды у меня здесь большее количество вишни, красная смородина, совсем немножко голубики, немножко ежевики и немножко малины в этой смеси. 720 мл готовой уже чистой жидкости у меня получилось. 60 грамм кукурузного крахмала, 170 грамм коричневого сахара, вы же можете обычный белый сахар брать, и 100 мл холодной воды. Все это сейчас перемешиваю и вливаю уже к ягодной смеси. Если вы будете делать алкогольную версию этого торта, на данном этапе вы можете туда добавить смело 100 грамм крепкого алкоголя типа коньяка, рома, виски. Сейчас все основательно перемешиваю и иду сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании, довожу всю эту смесь до кипения. Как только у меня смесь закипела, я добавляю туда 1 мл ромовой эссенции. Больше я не добавляю, потому что будет уже очень сильный аромат, чтобы уже он не перекрыл собой все специи, этот ром. Вот это очень важно тоже здесь, кто будет безалкогольную версию делать. Как только прокипит у меня примерно минуту, я снимаю всю эту смесь с огня, переливаю ее в ту емкость, эту смесь, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. И приготовим уже сейчас крем. Снимаю сейчас цедру с 1 апельсина с пометкой био. Если у вас нет таких апельсинов, пожалуйста, промойте свои апельсины надлежащим образом, чтобы кожица у них избавилась уже от этих химикалий, которыми они покрыты. Вся информация есть в интернете, как это сделать. Выжимаю сок из 2 апельсинов. В моем случае это 140 мл. Примерно 150 мл сока можно брать. Если, допустим, вы не любите цитрусовые или у вас аллергии на них, просто ванильный белый крем для этого торта не нужно использовать. Это слишком простой прямолинейный вкус будет. Тогда я советую взять вместо апельсинового сока с цедрой, взять 150 мл сливового сока с мякотью и немножко корицы туда добавить. И сделать из этого основу для этого курда. Вы можете также пробить блендером просто замороженную сливу. Будет тоже замечательный вкус у этого торта тогда с таким кремом. Добавляю туда также сейчас 70 грамм сахара и 2 яйца среднего размера. Вместо 2 яиц, если у вас есть в наличии желтки, вы можете добавить 6 желтков. Будет еще вкуснее с желтками. Сейчас на умеренном огне в ковшике с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения, провариваю примерно 10, максимум 20 секунд и сразу же снимаю все это с огня. Переливаю все это на сито, где-то цедра, чтобы у нас осталось в сите, может быть где-то белок подзаварился. Все это останется в сите и у нас будет идеальная гладкая масса. Добавляю туда обязательно 30 грамм холодного масла. Масло и остудит массу, и вкус будет гораздо богаче с маслом. Для этой массы крема я беру 9 грамм желатина. Желатин силой примерно 220 блюм здесь у меня. В желатин я добавляю 4 столовые ложки холодной кипяченой воды, примерно 40 мл. Сразу же обязательно перемешиваю. Даю сейчас желатину набухнуть. Как только желатин набух, прогрею его импульсами в микроволновке примерно 15-20 секунд. И уже распущенный желатин я вливаю струйкой в апельсиновую массу. Очень быстро все это перемешиваю, масса объединяется, оставляю ее остыть до такого слегка теплого состояния. Это уже будет нормально для введения в крем. Итак, готовим основу для крема. 400 мл охлажденных сливок для взбивания,
16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры, 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра, 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Естественно, сливки берем жирностью не менее чем 30% жирности. Взбиваю сейчас все это практически до устойчивых пиков. Здесь самое главное не перевзбить эту массу, чтобы она у вас не пошла крупинками. Поэтому практически до устойчивых пиков взбиваем. Когда масса уже достигла вот такой консистенции, аккуратно вливаю туда струйкой всю апельсиновую смесь. На умеренных оборотах миксера все это быстро перемешиваю. И прекраснейший, воздушный, очень ароматный и в то же время очень стабильный крем для торта у нас уже готов. Взбиваю крем вот до такой пышной консистенции. Благодаря желатину он уже сразу держит форму. Вот так превосходно. Перекладываю сейчас крем в кондитерский мешок. Делю крем на две примерно равные части. То есть одна часть крема нам понадобится на нижний корж. И вторая часть крема на второй корж нам понадобится. То есть где мы будем заполнять кремом в торте. Обязательно все это нужно будет делать из кондитерского мешка. Начинка глинтвейн тоже готова уже. Я также перекладываю ее сейчас в кондитерский мешок. Коржи я пропитываю просто молоком. Немного крема наношу на корж и делаю вот такие полосы из крема и надставляю их еще одной полосочкой, то есть как бы в два яруса так их делаю, потому что начинки здесь ягодные нужно брать много для этого торта. Эту начинку глинтвейн не жалейте, здесь ее должно быть много. Это нормальное ее количество, и она у нас такая слегка подвижная, так и должно быть. Сейчас покрываю также кремом и накрываю следующим коржом. И со вторым коржом проделываю то же самое. Если вы захотите делать алкогольную версию этого торта, тогда нужно брать другую пропитку на сахарном сиропе с коньяком, допустим, и тем самым как бы еще усилить алкогольный вкус этого торта. То есть 100 грамм сахара, 100 миллилитров воды довести до кипения, остудить и добавить туда 2 столовые ложки коньяка. Сейчас вторую порцию крема, вот эту вторую половину крема я использую уже для второго коржа. Крема здесь много не будет. И начинки этой глинтвейн тоже много здесь не будет. Немножечко у меня буквально начинки останется. То есть начинки здесь не жалейте, ее должно быть много в этом торте. Иначе не будет этого ощущения именно вот глинтвейна. Если вы захотите сделать тортик, допустим, 20 сантиметров в диаметре, вам просто всех продуктов следует взять вдвое меньше. И для коржей, и для начинки. Накрываю сейчас тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Убираю сейчас этот торт хотя бы на 5 часов в холодильник. Лучше его убрать на ночь. Когда у меня уже прошло это время, я готовлю крем для покрытия. Самый простой элементарный крем, масляный на сгущенке. Он идеально просто подойдет для покрытия этого торта. 380 грамм размягченного сливочного масла взбиваю примерно пару минут и добавляю туда 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, примерно по 1 столовой ложке, и быстро прорабатываю все это миксером. Крем этот взобьется очень быстро и очень просто. Сгущенку обязательно тоже берем комнатной температуры, взбиваем все это до устойчивого глянцевого состояния. Вот такой прекрасный крем сразу получается. 2 столовые ложки крема я откладываю в отдельный кондитерский мешок. Буду это использовать для украшения. В оставшийся крем я добавляю смело 3 столовые ложки какао-порошка. Обязательно просеиваю через сито какао-порошок. И все это очень быстро объединяю просто миксером. Крем у меня готов. Он получился очень стабильный, красивый, но он слишком стабильный для покрытия торта. Поэтому примерно 20 секунд я его по 5 секунд прогрела импульсами в микроволновке. Каждые 5 секунд нужно смотреть и перемешивать, чтобы была вот такая консистенция для покрытия. Торт очень хорошо у меня стабилизировался в холодильнике. Снимаю с него пленку и покрываю его уже приготовленным кремом. Крема здесь много не будет. Крем этот очень хороший на сгущенке с какао. Не зря его здесь использую. Он не доминирует абсолютно во вкусе. Он просто собой как бы дополняет вкус этого торта. И он очень хорошо держит, стабилизирует этот торт. Если вы любите корицу, вы можете туда половину чайной ложки и в крем к этому какао добавить также и корицу. Это только придаст дополнительный плюс вкусу этого торта. В видео рецепт я даю, как я уже сказала, на такой средний вкус, но вы же можете добавлять смело, кто любит корицу.
Сейчас я все это выравниваю очень быстро, вот так столбиками отсаживаем крем, как я показала. Таким способом крем распределяется очень равномерно по боковине торта. Все это разравниваю просто пластиковым шпателем, пока крем еще такой подвижный. Он превосходно разравнивается. Можете и металлический шпатель брать, можете вообще ножом его разравнивать, у кого нет никакого шпателя. Все это можно сделать. Пока еще крем нестабильный, я сразу же покрываю сейчас сахарными посыпками шоколадными, и торт мой уже готов. Вы же можете для посыпки здесь боковины использовать также и шапочку от бисквита, которая у нас оставалась. Все на ваше усмотрение. При помощи разделителя для торта я сейчас делю этот торт на 16 порций. Торт большой, на большую компанию. Но торт очень легкий, он съедается моментально, такой торт, он необыкновенно просто вкусный. Сейчас вот из того крема, который мы оставляли ранее, то есть вот этого светлого крема без какао, я отсаживаю вот такие завитки. Это все на ваше усмотрение. Крема здесь как раз хватит на это украшение, 2 столовые ложки. Вот на украшение таких порционных кусочков, которые мы сделали при помощи разделителя для торта, оптимально по величине брать кондитерскую насадку 8 мм на выходе. Здесь я беру звездочку. Украшаю также сахарными посыпками. Здесь у меня в виде звездочек, то есть чтобы рождественская тематика была. Вы можете вообще ничем это не украшать, но я украшаю. Естественно, этот торт вы можете покрывать абсолютно любым кремом. Вы можете его делать тематическим, в новогодней, рождественской тематике. Все на ваше усмотрение. Если вы покроете тонким слоем вот этого крема, который я вам показала, то есть масляным на сгущенке и с шоколадным вкусом, можете и не с шоколадным вкусом, этот крем превосходно подойдет для покрытия торта под мастику. Также, если тонким слоем его выровнять, он также превосходно подойдет и для покрытия белково-заварным кремом, чтобы не тянулись крошки, и чтобы вот эта большая кремовая начинка у нас была стабильной. То есть этот крем очень рекомендую здесь использовать и во вкусовом плане, и также в практическом. У торта получается шикарный разрез. Торт нежнейший на вкус, он просто тающий во рту, без преувеличения. Все вкусы прекрасно дополняют друг друга. Начинается с очень легкого апельсинового крема, обволакивается вот этим шоколадным бисквитом и заканчивается послевкусием начинки глинтвейн. Очень советую его готовить. На видео видно, как он нежно надламывается вилкой, и также при этом он прекрасно держит свою форму. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, всем успешной предрождественской выпечки.